Привет, Арми. Наконец-то, загадка, которая висела в воздухе с начала декабря, начинает обретать форму. Все предположения, которые мы обсуждали на прошлой неделе, слова Тэхёна, загадочные выражения лиц, действия продюсера и даже молчаливые сигналы, теперь не остались без ответа. Арми, прежде чем мы перейдем к деталям, позвольте мне спросить вас об одном. Вы это почувствовали? Тонкие вибрации, которые назревали с начала декабря. Внезапный сдвиг в атмосфере фандома. Ощущение, что мы все стоим перед чем-то большим. Чем-то необъявленным. Никаких тизеров. Никаких явных намеков, но с каждым днем это кажется все более реальным. Как дверь, медленно открывающаяся. И только Арми достаточно чувствительны, чтобы услышать петли. И сегодня этот большой кусочек наконец-то упал прямо перед нами. Тот самый кусочек, который заставляет всю декабрьскую загадку начать складываться воедино. Наконец-то прояснилась одна важная деталь головоломки. Тэхён официально объявил о выпуске своей рождественской песни, записанной в сотрудничестве с КРМПО Скауфи под названием «Джингл Берри», которая выйдет 16 декабря 2025 года. И в этот момент весь фандом сразу же вспомнил одну вещь. Все эти декабрьские намеки, которые он давал, не были случайностью. Тэхён ждал этого месяца чего-то. Чего-то, что он хотел выпустить. Чего-то, что он держал в секрете. Слова, которые он произнес на прошлой неделе, потому что сейчас декабрь, поэтому, конечно, я должен прийти, теперь звучали как приглашение. Приглашение на момент, к которому он тихо и целенаправленно готовился. Однако, что делало эту ситуацию еще более интригующей, так это не только песня, но и возобновившиеся предположения. Был ли Чингук причастен? Но Арми, было одно, что становилось все труднее игнорировать. Каждый раз, когда Тэхён готовил что-то важное в течение нескольких месяцев, всегда появлялось одно имя, чьи действия менялись. И в этом году закономерность повторилась. Чингук. Их творческие отношения никогда не объявлялись публично. Никаких официальных заявлений. Никакого публичного подтверждения. Но их закономерность слишком постоянна, чтобы быть случайностью. Каждый раз, когда Тэхён выпускает что-то с мягкой или зимней атмосферой. Чингук обычно появляется не перед экраном, а за музыкой. Через тонкие гармонии. Легкий перебор гитары. Или его фирменное смешение цветов. И на этот раз атмосфера была такой же. Фандом не просто говорит. Существует закономерность, слишком знакомая, чтобы ее игнорировать. Каждый раз, когда Тэхён выпускает специальный проект, всегда появляется одно имя, чьи действия меняются. И теперь, перед объявлением о Джингл Берри, аккаунты некоторых продюсеров, композиторов и даже плейлистов снова активизировались, а затем затихли сразу после объявления. Чингук тоже демонстрировал ту же закономерность. Тишина, но необычная тишина. Никаких новых постов, никакой заметной активности, но Арми знали, что это самая опасная тишина. Тишина, которая обычно наступает перед тем, как он оказывается вовлеченным в что-то неожиданное. Некоторые фанаты начинают собирать воедино разрозненные фрагменты. Композитор, близкий к Тэхёну, написал «Скоро увидимся». Продюсер, с которым они работали, опубликовал зимние эмодзи и музыку. Один из музыкальных аккаунтов, предположительно связанных с Чингуком, ненадолго активировался, а затем исчез. Время релиза слишком совпадает с декабрьским кодом, о котором Тэхён упоминал на прошлой неделе. Слишком синхронизировано, чтобы вызывать вопросы. Слишком тихо, чтобы быть совпадением. Слишком аккуратно, чтобы быть дикими домыслами. Значит ли это, что Тэкук вернулся? Оглядываясь назад, можно сказать, что творческие отношения Тэхёна и Чингука не возникли внезапно. Они долгое время делили студийное пространство. Иногда без камер. Иногда без свидетелей. Просто два музыканта, которые понимают друг друга. Чингук однажды сказал:
Мне больше всего нравится работать с людьми, которые понимают мое музыкальное направление без необходимости что-либо объяснять. И многие A.R. считают. Эта фраза идеально подходит Тэхёну. Так что, если в декабре они снова будут двигаться в том же ритме, это не будет сюрпризом. Это продолжение шаблона, который никогда по-настоящему не исчезает. Ответ – все не так просто. То, что происходит сейчас, не связано с шиппингом, не связано с ярлыками, не связано с экстремальными теориями. Речь идет о двух музыкантах, которых давно связывает сильная творческая связь. Связь, которая часто проявляется, когда публика меньше всего этого ожидает. И нынешняя атмосфера в фандоме похожа на некоторые из самых важных моментов раньше. Когда они молчат, но музыка готова заговорить. Появится ли Чингук на Джингл Белли? Будет ли он участвовать в качестве бэк-вокалиста, гармонизатора или, возможно, в качестве теневого продюсера? Или они просто снова будут двигаться бок о бок, как два артиста, которые понимают ритмы друг друга? Если Чингук и будет участвовать, он может не быть главным действующим лицом. Он может присутствовать лишь в качестве едва заметной гармонии. Как вокальный слой, обогащающий атмосферу. Или как аранжировка, придающая песне теплоту и интимность. У Тэхёна глубокий, мягкий голос. У Чингука сильный вокальный контроль и техника многослойного звучания. Когда эти два качества сочетаются, результат всегда получается сентиментальной, цельной и глубоко личной музыкой. И если это произойдет в декабре, то «Джингл Белли» станет не просто рождественской песней, а символом того, что их творческая связь все еще существует. Все еще продолжается. И все еще выражается через музыку. Только время покажет. Одно ясно. Намеки Тэхёна на прошлой неделе больше не висят на волоске. Он действительно что-то готовит к декабрю, и теперь мы видим это ясно перед глазами. 16 декабря – это не просто дата релиза. Это ответ на все маленькие знаки, которые он оставлял. Это кульминация перемен, произошедших с начала месяца. И вернулся ли Тэкук? Если его музыка говорит громче слов, мы скоро это узнаем. Но прежде чем мы закроем сегодняшнюю главу, нам всем нужно осознать одну вещь. Мы находимся в разгаре редкого момента в фандоме. Момента, когда тайна, музыка и интуиция ARMY сходятся в одной точке в декабре. Речь идет не просто о ожидании выхода песни. Речь идет о наблюдении за тем, как, казалось бы, случайные кусочки медленно складываются в нечто большее, чем мы когда-либо могли себе представить. Каждая деталь, от загадочных слов Тэхёна до меняющейся атмосферы фандома и тихих движений продюсеров, привела нас к этому моменту. К временной линии, которая, кажется, была тщательно подготовлена. Как будто Тэхён хочет убедиться, что ARMY прочувствует это путешествие, а не просто конечный результат. И вот мы стоим прямо на этом пороге. 16 декабря – это уже не просто слух или скрытый код. Это реальность, которая становится все ближе, яснее и значимее. Будет ли за этим голосом другой голос? Будет ли гармония более знакомой, чем мы ожидали? До этого осталось всего несколько дней. Одно можно сказать наверняка, что бы ни случилось. Этот декабрь подарил нам то, чего не каждый месяц может. Приятное чувство любопытства, неугасаемый энтузиазм и волнение, которое возникает только тогда, когда Тэхён готовит сюрприз. И теперь нам просто нужно подготовиться. Потому что следующая большая глава приближается к нам с неудержимой скоростью. Так что оставайтесь с нами, ARMY. Потому что этот декабрь – это уже не домыслы. Этот декабрь – доказательство. И следующая глава начнется 16-го. Нажмите кнопку «Нравится», чтобы поддержать этот канал. Оставляйте свои мысли в комментариях, ведь теории и анализы ARMY всегда отличаются невероятной глубиной. И не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы не пропустить важные обсуждения. Увидимся в следующем видео. Потому что эта история еще не закончена. И декабрь еще говорит.
Декабрь еще не все показал. И то, что произойдет после этого, может изменить весь ход истории. Спасибо, Арми.